Привет, упертые дачники и повелители лопат! Вы на канале «Умный огород», и сегодня у нас жесткий июньский тайм-менеджмент. Мы подготовили 15 убойных лайфхаков, после которых ваши томаты зауважают вас так, что начнут отдавать честь при встрече. Июнь – месяц коварный. Стоит на день забыть про пасынки, и теплица превращается в филиал амазонских джунглей, где без мачете делать нечего. Сегодня разберемся, как обмануть слизни с помощью копеечного пива и не выпить его самому, почему обычная доска – это шпионское укрытие для вредителей, и как напоить огурцы так, чтобы они не загордили от счастья. Без занудства, только рабочие фишки, которые сэкономят ваши нервы и спину. Устраивайтесь поудобнее, погнали! Первое. Пивная ловушка для слизней. Июнь – это официальный бенефис слизней. Стоит пройти первому теплому летнему дождику, как эти склизкие ребята выползают на грядки с таким видом, будто они тут главные инвесторы, и начинают безбожно жрать вашу клубнику и молодую капусту. Бороться с ними дорогой химией – сомнительное удовольствие, поэтому мы откроем для них элитный бар. Берем обычный пластиковый стаканчик, вкапываем его вровень с землей и наливаем туда секретный ингредиент – пиво. Самое дешевое, но максимально ароматное. Ну или квас, если вы за рулем. Слизни – знатные алкоголики. Они сползутся на запах солода со всего огорода, устроят там вечеринку и обратно уже не выберутся. Главное в этом деле – соблюдать золотое правило дачного деления. Полбутылки слизням в ловушку, а половинку – себе, чисто по-братски, за труды. Второе. Борная кислота для завязи томатов. В июне теплица часто превращается в филиал ада на земле. Когда температура внутри улетает за 30 градусов, томаты впадают в ступор. Пыльца у цветов становится стерильной, они не могут опылиться, засыхают и сиротливо осыпаются на землю. Вы смотрите на эти голые веточки и понимаете, что вместо ведер помидоров рискуете получить шиш с маслом. Нам нужна скорая помощь для растений, обычная борная кислота. Берем 2 грамма порошка и устраиваем томатам бодрящий утренний душ по цветущим кистям. Но помните важный нюанс. Бор вообще не растворяется в холодной воде. Если высыпите его прямо из пачки в лейку, он останется кристаллами на дне, а потом просто сожжет листья. Сначала разведите его в стакане горячей воды, устройте деликатный замес, а уже потом выливайте в опрыскиватель. Завязываемость плодов после такого спа-салона будет просто стопроцентной. Третье. Правило 2 пальцев для пасынков томатов. Пасынки томатов в июне – это главные нахлебники вашего огорода. Они растут с такой бешеной скоростью, будто у них внутри встроенный двигатель от спорткара. Стоит вам отвернуться на выходные, как аккуратный кустик превращается в мохнатого монстра, который пытается захватить власть в теплице. Вместо того, чтобы растить плоды, томат начинает безудержно плодить зеленую массу. Вводим жесткий контроль и правило 2 пальцев. Обрывать этих наглых партизан нужно тогда, когда их длина не превышает 4-5 см, как раз размер пары ваших пальцев. И не вздумайте выдирать пасынок под самый корень со стволом, оставляйте сиротливый пенек в 1 см. Этот трюк сломает томату логику, на месте пенька новый пасынок уже не вырастет. Проводите эту экзекуцию строго утром солнечный день, чтобы ранки на кустах успели высохнуть до вечерней прохлады. Четвертое. Экран из сорняков для сохранения влаги. Июньское солнце работает на износ, выжигая землю до состояния потрескавшейся пустыни. Вы только полили грядку, а через час на ней уже плотная бетонная корка, через которую корни не могут дышать, а влага улетает в атмосферу со скоростью пули. Не таскайте выполотые сорняки в компостную кучу, надрывая спину. Бросайте их прямо под кусты томатов, перцев и клубники. Пусть вялятся на солнце и работают как бесплатная мульча. Я знаю, что сейчас в комментариях диванные эксперты обязательно напишут: «Да мы всю жизнь жили без вашей мульчи, деда не мульчировали, а вы тут напридумывали ерунды из интернета». Напридумывали, согласен, но исключительно для того, чтобы облегчить нам жизнь. Этот зеленый экран шикарно держит влагу, спасает корни от перегрева и блокирует рост новой травы. Меньше работы тяпкой, больше времени на отдых с той самой половинкой бутылки из первого пункта. Но жара не единственная проблема июня. Даже если растения получают достаточно воды, урожай может пострадать из-за неправильного формирования кустов. И вот тут многие дачники совершают серьезную ошибку. Пятое. Ослепление огурцов. С огурцами в июне разговор короткий. Эти зеленые торопыги пытаются родить первые плоды у самой земли, прямо в пазухах нижних листьев. И неопытный дачник сразу умиляется.
«Ой, первый огурчик, ути-пути, оставлю». А куст, вместо того, чтобы расти мощной лианой вверх, застревает на уровне колена и все силы отдает этим 3 нижним плодам. В итоге вы получите 2 кривых огурца и чахлый кустик-карлик. Короче, отключаем жалость и проводим процедуру с хирургическим названием ослепление. Безжалостно выламываем все завязи и боковые побеги в пазухах первых 4-5 нижних листьев до высоты примерно сантиметров 40 от земли. Да, сердце будет кровью обливаться, зато куст сразу поймет, кто тут босс, рванет вверх и завалит вас урожаем до самой осени. 6. Потряхивание томатов в теплице. Если ваши томаты в теплице цветут как сумасшедшие, на помидоры завязываться не спешат, не нужно бежать в магазин за дорогой химией. В закрытом парнике нет ветра, шмели туда залетают неохотно, и тяжелая июньская пыльца просто не может перелететь с тычинки на пестик. Цветы увядают пустыми, а вы остаетесь с носом. Решаем проблему красиво и бесплатно. Раз в 2 дня заходим в теплицу и устраиваем цветочным кистям легкий ручной массаж. Просто слегка потряхивайте веточки или шпалеру строго утром, часиков с 9 до 11, пока пыльца созрела, но еще не высохла от дневного зноя. Только не переусердствуйте, не надо лупить по кустам лопатой или трясти их так, будто вы пытаетесь сбить кокосы на пальме. Легких, деликатных движений будет более чем достаточно, чтобы пыльца осыпалась куда надо. 7. Доска-ловушка для слизней. Помните, в первом пункте мы гостеприимно напоили слизней пивом. Так вот, теперь давайте устроим для уцелевших роскошное ложе отдыха. Эти вредители терпеть не могут дневное солнце и сухой воздух, поэтому в разгар дня они судорожно ищут прохладные сырые укрытия. Мы сыграем на их слабостях. Положите между грядками обычную старую деревянную доску, кусок шифера или плотного картона и хорошенько пролейте под ними землю. Слизни подумают, что это 5-звездочный отель, и всей толпой сползутся туда на дневной сон. Вам останется только заглядывать под доску каждое утро, собирать этих заспанных туристов в ведро и утилизировать. Просто, экологично и никаких затрат на ядохимикаты. Друзья, если вам нравятся такие простые и рабочие фишки, прямо сейчас ставьте лайк под этим видео. Для вас это секундное дело, а для нашего канала «Умный огород» мощный двигатель для продвижения, который помогает выпускать ролики еще чаще. Кстати, почитал я ваши комментарии под прошлым видео про помидоры, и мы с командой просто обалдели. Выяснилось, что нас смотрит не просто вся страна, а буквально весь мир. География у нашего дачного клуба сумасшедшая. Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и даже Америка, Италия и Япония. Я теперь чувствую себя Леонидом Якубовичем, поэтому официально передаю пламенный привет всем городам и странам, прямо как в поле чудес. Спасибо, что вы с нами, ну а мы продолжаем крутить наш барабан лайфхаков, и на очереди следующий пункт. 8. Полив огурцов только теплой водой. Огурцы те еще неженки и страшные капризули. Если вы среди бела дня решите проявить заботу и польете их ледяной водичкой прямо из скважины или колодца, у кустов случится настоящий культурный шок. Корни моментально заблокируются, растение решит, что наступил ледниковый период и со страху сбросит все завязи. А те огурчики, что выживут, вырастут горькими, как сама жизнь. Поэтому берем за правило: поливаем огурцы водой, которая весь день честно грелась на солнышке в бочке. Идеальное время для этого – вторая половина дня или вечер, когда и земля, и вода стали теплыми. Налейте им этого приятного парного молока под корень, и огурцы отблагодарят вас ровными, хрустящими плодами без капли горечи. 9. Удаление усов клубники. В июне на клубничных грядках разворачивается настоящая семейная драма. Кусты одновременно пытаются и ягодки налить, и потомство вырастить, выстреливая усы во все стороны. Если пустить этот процесс на самотек, растение разорвется между умными и красивыми. В итоге усы заберут себе все самые вкусные соки, а вам достанутся мелкие кислые ягоды. Короче, если вы не планируете этой осенью расширять плантацию, включаем режим строгого контроля. Раз в неделю проходим по грядкам с острыми ножницами и безжалостно срезаем все лишние усы. Не надо их рвать руками, чтобы не повредить корень. Чистый срез, и все питание идет строго в размер, сочность и сладость вашей любимой ягоды. 10. Притенение теплицы в жару. Когда июньское солнце начинает жарить на полную мощность, в теплице наступает настоящий Ташкент.
Если температура внутри улетает выше 30 градусов, у растений буквально отключается функция завязывания плодов. Они не думают об урожае, они думают, как бы не двинуть кони в этой бане. Кстати, открытый грунт в аномальный зной страдает не меньше, так что этот совет актуален для всего огорода. Спасаем посадки проверенными методами. Натягиваем сверху специальную затеняющую сетку или просто наносим на крышу и стены теплицы обычный раствор мела с водой. Это создаст приятный рассеянный свет, собьет температуру внутри на 5-7 градусов, и ваши томаты с перцами наконец-то вздохнут с облегчением. 11. Крапивный настой для роста. В начале лета огород продолжает активно строить свою зеленую массу, и ему критически нужен азот. Но зачем тратить деньги на магазинную химию или покупать дорогущий навоз, когда под забором растет бесплатное и абсолютно экологическое суперудобрение? Набиваем ведро крапивой, заливаем водой и оставляем кваситься на солнышке примерно на неделю. Полученный ядреный коктейль процеживаем и разводим с чистой водой в пропорции 1 к 10. Но здесь есть два железных правила. Во-первых, не пытайтесь увеличить дозу из серии «налью погуще, чтоб лучше росло». Сожжете корни. Во-вторых, поливаем этим настоем строго по влажной земле, то есть после хорошего дождя или обычного полива. Тогда растения усвоят все до последнего витамина и рванут в рост, как на дрожжах. Ну что, огород накормили, крапивой знатно перепачкались, теперь можно выдохнуть. Но расслабляться рано, потому что впереди у нас осталась самая жара. Сейчас выдам пару фишек, как поливать и рыхлить так, чтобы не превратиться в раба своей же фазенды. 12. Вечернее рыхление после полива. Многие думают, что чем чаще в июне заливать грядки водой, тем лучше. Но тут есть огромный подвох. После каждого хорошего дождя или обильного полива солнце моментально запекает землю, превращая ее поверхность в плотную треснувшую корку. Через эту корку влага из глубины испаряется со скоростью пули, а корни начинают натурально задыхаться без кислорода. Поэтому на следующий день после водных процедур мы берем в руки тяпку или рыхлитель и аккуратно проходимся по верхним 2-3 сантиметрам почвы. Старые опытные агрономы называют этот прием сухим поливом. Вы разрушаете те самые микроскопические почвенные капилляры, намертво запечатывая влагу внутри земли. Идеальная экономия воды и сил. 13. Умная формировка арбузов и дынь. Если вы решили вырастить на даче сочные арбузы и дыни, забудьте правила «пусть растут как хотят». Эти южные бахчевые культуры формируют свой урожай абсолютно по-разному, и если их перепутать, вы останетесь с кучей пустых зеленых плетей. Запоминайте хитрость. У дыни все самые вкусные женские цветы завязываются строго на боковых побегах, поэтому ее главный стебель нужно безжалостно прищипнуть на ранней стадии, примерно после 5-6 листа, чтобы пошли боковые ответвления. А вот у арбуза все с точностью да наоборот. Весь основной и самый крупный урожай формируется строго на главной центральной плети. Ее мы бережем как зеницу ока и сохраняем, а удаляем как раз боковые побеги, чтобы они не тянули соки. 14. Защита капусты полынью и чесноком. В июне над огородами начинает порхать белая бабочка-белянка. Выглядит она, конечно, романтично, но для вашей капусты это самый опасный враг. Бабочка ищет сочные кочаны по специфическому капустному запаху, чтобы отложить туда яйца, из которых потом вылупятся прожорливые гусеницы. Заливать кочаны жесткой химией, которую потом придется есть, мы не будем. Мы устроим для бабочки сеанс ароматерапии. Нарвите на ближайшем пустыре голькой полыни или возьмите стрелки, которые вы только что срезали у чеснока, и щедро разложите их прямо между кочанами и носами листья. Резкий, сильный аромат полностью перебьет запах капусты, дезориентирует вредителя, и бабочка просто улетит кружить над соседским огородом. 15. Полив через пластиковые бутылки. И финал нашего июньского марафона – лайфхак для тех, кому надоело впустую носить воду ведрами. Когда на улице стоит зной, больше половины воды при обычном поливе из лейки испаряется с поверхности земли еще до того, как успеет просочиться к корням. Чтобы не поить воздух, мы призовем на помощь обычные пустые пластиковые бутылки. Делаем в их стенках и на дне кучу мелких отверстий раскаленным гвоздем или шилом и вкапываем их горлышком вниз прямо рядом с кустами томатов, перцев или баклажанов.
Теперь во время полива заливаем воду и жидкие подкормки прямо внутрь бутылки. Вся влага на 100% уходит строго по адресу, в глубокие слои почвы, прямо к корням, минуя сорняки на поверхности. За такую заботу огород точно скажет вам спасибо. Бонусный лайфхак – главный секрет огородного дзен-буддизма. И под занавес самый важный бонусный лайфхак, без которого все предыдущие 15 вообще не имеют смысла. Звучит он так: пожалуйста, не сходите с ума. Не надо в эти же выходные бежать на огород и тестировать все лайфхаки из интернета сразу на всех грядках. Пожалейте свои силы. Если хотите попробовать что-то новое, выберите 1, максимум 2 куста, проверьте метод на них, посмотрите на результат, а уже потом масштабируйте на всю плантацию. И самое главное, умейте вовремя остановиться. Отложите в сторону тяпку, выпрямите спину, налейте себе чаю или то, что осталось от первого лайфхака, и просто посмотрите вокруг. Поблагодарите себя за эту невероятную красоту, которую вы создали своими собственными руками. Ведь если включить чистую экономику, в наше время иной раз гораздо легче и дешевле просто пойти в магазин и купить эти несчастные помидоры, чем круглосуточно упахиваться на фазенде. Огород должен быть в удовольствие, а не в каторгу. Помните об этом, любите себя, отдыхайте и получайте кайф от каждого дачного дня. Ну что, товарищи огородники, вот такие 15 июньских фишек мы для вас собрали. Огромное спасибо, что досмотрели нас до конца и не уснули лицом в грядке. Мы это очень ценим. Теперь ваша очередь отдуваться. Обязательно спускайтесь в комментарии и пишите свои личные, проверенные годами лайфхаки и секреты. Делитесь всем, от бабушкиных рецептов до тайных заговоров на бурный рост огурцов. Самые крутые, рабочие и веселые советы мы обязательно разберем и покажем в следующих выпусках. Так что не стесняйтесь, пишите. Не забывайте подписываться на «Умный огород», прожимайте лайки, берегите спину от солнца, а пиво от слизней. Богатого вам урожая, отличной погоды и до скорой встречи в июле. Пока-пока!